Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на 12 домов на 2026 год. Давайте посмотрим, что вас ожидает в 2026, соответственно, вот в основных каких-то сферах жизни вашей. И расклад действительно мы делаем, на 12 домов, делаю его не каждый год, делаю не так уж часто, но тем не менее сейчас вот в этом году думаю сделать. Надеюсь, вам такой вариант понравится. Можете написать комментарии, ваши отзывы, ваши лайки, если вам видео нравится. Можете подписаться, если еще не подписаны, тоже буду очень и очень признательна вам. Итак, расклад на 12 домов, соответственно, начиная там от личностных каких-то ваших качеств, которые вы будете здесь проявлять в основном в этом году, и которые будут способствовать достижению ваших целей, до отношений с близкими людьми, с родственниками, с любимыми, до каких-то вопросов вашей карьеры, возможно, там вашего здоровья, которое здесь для вас будет актуально. Итак, давайте посмотрим. Посмотрим, что здесь у вас происходит. Так. Сейчас я выложу карты, и мы с вами разберем, почему и, собственно, какие карты на какой дом выпали. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у вас будет. Итак, первая карта. Первый дом, соответственно, шестерка кубков. Второй принц пентаклей. Третий дом, карта отшельника. Четвертый десятка кубков. Пятый верховная жрица. Шестой тройка мечей. Седьмой карта алхимика. Восьмой принцесса пентаклей. Девятый карта солнца. Десятый король жезлов. Двойка пентаклей. 11-й дом и 12-й дом, пятерка мечей. Также я дополнительно еще сейчас выложу 13-ю карту, тройка пентаклей, 14-я принцесса чаш, 15-я карта влюбленная, король мечей, соответственно 16-я. Так, давайте еще посмотрим. 17, 18, десятка пентаклей с королевой кубков. И тут еще карта восьмерка чаш с картой туза кубков. Давайте посмотрим, что же здесь у вас есть, почему такие карты у вас выпали. Итак, давайте начнем. Первая карта, которая у вас есть, это карта шестерка кубков. Я уже говорила, это первый дом, это ваша личность, то, что вы проявляете здесь. То есть ваши качества, которые вы проявляете. Ваш темперамент, может быть, ваш характер, какие-то ваши способности или, возможно, отношения к себе в этот период времени, в этом году. То есть для вас здесь ваше «я» будет заключаться в том, кто вы в вашей семье, какое значение вы имеете, или какую роль вы несете для своих близких, для своей семьи, может быть, для своих детей. По этой карте, по шестерке кубков. То есть здесь вот основные ваши качества, именно ваши качества по шестерке кубков, это такая ваша семейность, ваша заточенность на реализацию каких-то вопросов семьи. Возможно, вы хотите реализовать что-то касающееся, продолжения рода, то есть завести ребенка. То есть для вас это будет важным здесь, каким-то важным очень таким аспектом, важным влиянием. Возможно, здесь будет важно для вас с кем-то воссоединиться, как будто куда-то вернуться или вернуться к каким-то прошлым отношениям. Или какие-то будут ситуации, которые будут вас постоянно возвращать мыслями в прошлое, у вас будут какие-то воспоминания о прошлом. И для вас, на ваше «я», это будет иметь очень большое влияние. Собственно, и ваша семья, она будет иметь большое влияние на вас, и ваши традиции, как у вас принято в семье. На ваше «я» будет влияние большое оказывать, ваши
родители, к примеру, да, их мнение, которое есть устоявшимся там в вашей семье, они будут вам говорить о какой-то традиции или о том, как вот, да, вот какой-то, может быть, прошлый опыт будет делиться с вами какими-то своими, каким-то своим опытом, какими-то своими знаниями, и на вас это тоже может оказывать влияние, то есть какой-то отпечаток, соответственно, очень серьезный накладывать именно в 2026 году. То есть для вас вот ваше «я» здесь — это «я в семье», для вас это прям вот важно. Я в семье, я со своими детьми, я со своими родителями, я в кругу своих близких, я там в кругу своих друзей, старых приятелей, да, собственно, которых я давно знаю. То есть кто я есть в этом вот коллективе людей, в этом социуме. Для вас это будет особенно важно. Также вы можете в себе проявлять какие-то качества, вы знаете, внутренние качества ребенка. То есть игривость, радость, может быть, творчество, которое для вас тоже здесь будет таким вот пусковым, важным. То есть вы здесь можете проявлять себя вот в таком вот качестве, если уже выпала карта, на которой изображены дети. Следующая карта, карта второго дома у вас, это карта принца Пентаклей или рыцаря Пентаклей. Это карта финансовой сферы, это карта, которая показывает на то, что вам принадлежит, она показывает ваше материальное благосостояние, в целом ваши деньги, может быть, состояние вашего имущества. И здесь речь как раз может идти о том, по рыцарю Пентаклей, что вы, вы знаете, как будто бы выполняя, допустим, какую-то работу, касающуюся там рутины, какой-то повседневности, возможно, по рыцарю Пентаклей, вы проявляете настойчивость, вы здесь очень терпеливы, вы здесь очень целеустремленные, но вы не торопите события, то есть вы очень методичные, вы здесь очень систематичны к тому, что вы делаете, как вы зарабатываете деньги, вы здесь можете планировать как-то свой заработок, планировать свои шаги в вашей работе. То есть вы здесь прикладываете постоянные усилия, вы здесь вот какую-то выносливость проявляете в зарабатывании денег, вы здесь выполняете какие-то обязательства перед другими людьми, может быть, перед там вашим работодателем или людьми, с которыми вы работаете. И вот вы делаете это надежно и ответственно, и вот как будто вы готовы ждать результатов. Может, не сейчас, не сразу, но вы знаете, во что вы вкладываетесь, вы уверены в том, что вы получите этот результат. То есть вы прямо очень трудолюбивы, вы здесь очень, опять-таки, очень осторожны, да, то есть вы не рискуете, вы не хотите вкладываться во что-то, там инвестиции какие-то делать, чтобы прогореть или там вдруг, да, что-то не получится. Нет, то есть вы прям вот очень прагматичны, вы не хотите менять какой-то намеченный курс, касающийся работы, вы за постоянство, вы за такую практичность. И в целом карта-то неплохая, потому что она может говорить про стабильную работу. Она может говорить про такой стабильный, постепенный карьерный рост или говорить про финансовую стабильность. Может быть, вас даже и повышают здесь. Это не прям вот означает, что ничего не меняется в работе. Может быть, вас и повышают, но через ваш упорный труд. То есть вот как будто вы вот долго над чем-то работали и прикладывали систематичные усилия, да, и у вас действительно здесь может быть какое-то как улучшение в этом плане, да, или в финансах какие-то стабильные доходы, может быть, вы накапливаете капитал, потому что разумно тратите деньги или разумно инвестируете, но явно вы не рискуете здесь, то есть вы как будто бы не хотите ничего делать в спешке, особенно то, что касается денег. Следующая карта у вас карта отшельника. И это карта третьего дома. Она показывает вашу связь с окружающими, то есть ваши отношения с членами семьи. Вот здесь интересный такой момент. Или с близкими родственниками, с друзьями. И она показывает карту отшельника. И вот такой, да, здесь диссонанс, вроде бы как ваше «я», ваше важное, ваше значимое, связанное с семьей, с детьми, но при этом карта отшельник. Может быть, вы здесь очень много думаете о своей связи с близкими, думаете о том, что если кто-то в ссоре с близкими как-то чувствует отшельничество свое, может быть, хочет к ним вернуться, воссоединиться, помириться, восстановить отношения. Либо вы можете чувствовать, что вы как-то немножечко отделены от своих детей, допустим, не на одной волне с ними, или не понимаете их потребности, не понимаете их проблем, вам хочется их решить как-то. Возможно, вы здесь
По карте отшельник, опять-таки, если мы говорим про вашу семью, то вы можете чувствовать, что вы как будто находите какое-то мудрое решение или приходите к какой-то разумной идее, касающейся ваших близких. То есть как будто растете духовно, что-то меняете в вашем отношении к своей семье, в вашем отношении к своим родителям или детям. Может быть, через какой-то период отшельничества или ухода, может быть, через какой-то период дистанцирования от них по отшельнику, карта отшельника. Также здесь может быть и ситуация, где вам будут что-то ваши близкие, ваша семья предлагать, и вы будете от этого отказываться, возможно. Да, и поэтому здесь карта отшельника. И также карта отшельника здесь, вот этот дом, третий дом, он еще отвечает за путешествия, потому что в путешествиях мы знакомимся с людьми, мы с ними общаемся, поэтому это тоже связь с окружающими. Но у вас здесь отшельник, то есть такое ощущение, что вы или отказываетесь от какой-то поездки, или вы здесь не сильно хотите куда-то ехать, да, если здесь намечается какая-то поездка. То есть вот все равно как отшельничество выпадает эта карта, если про путешествия говорить, то есть как бы она не сильно про путешествия говорит, то есть вы как будто или не можете, или не хотите, или вот принимаете такое осознанное решение здесь куда-то не ехать, если даже возникает такой шанс. Следующая карта, карта 4-го дома у вас. 4-й дом — это карта, которая, кстати, говорит, знаете, о чем она говорит? О ваших родных, она говорит о вашей семье, и у вас здесь еще и выпала 10 кубков, то есть опять 10 кубков семья, 6 кубков, 10 кубков, да, карта, говорящая о ваших родственниках, о вашем доме, о ваших каких-то, не знаю, близких родственниках, детях, родителях. То есть для вас очень важна будет здесь семья, для вас важно будет, возможно, здесь для кого-то воссоединение с близкими, для кого-то по 10 кубков, приумножение в вашей семье, да, там, увеличить количество детей, не знаю, родить еще ребенка, то есть вот что-то такое вот может быть по 10 кубков, то есть семья для вас важна, у кого-то перейти на новый этап отношений, там, создать семью, брак, да, то есть тоже может быть для кого-то решение, которое вы принимаете о том, чтобы упрочнить союз с человеком близким для вас, чтобы сделать его членом семьи, то есть, да, может быть и такое, карта брака, карта, кстати, каких-то вопросов в целом дома, недвижимости для вас и каких-то вопросов недвижимости, касающихся вашей семьи, которые для вас тоже будут важны, и вы будете в этом как-то вопросе участвовать. Здесь, возможно, какое-то решение совместно с ними принимать. Дальше карта Верховная Жрица. Верховная Жрица у вас выпадает на сферу вашего самовыражения, вашей самореализации, возможно, раскрытие каких-то своих творческих способностей и возможностей. Для кого-то здесь могут быть какие-то вещи, которые вы захотите просто скрыть, да? Или какие-то ваши секреты, тайны, которые вы не захотите просто рассказывать окружающим, потому что не поймете, как они к ним отнесутся, как они их воспримут. Поэтому карта Верховная Жрица. То есть здесь вот вам, возможно, хочется, или вы даже проявляете какое-то самовыражение, но при этом не рассказываете окружающим о том, что вы вот как-то так уже себя проявляете или что-то такое делаете. То есть о каких-то своих действиях, которые касаются самовыражения, вы здесь умалчиваете, не говорите, не рассказываете, то есть держите их в секрете до поры до времени. Для кого-то, возможно, это значение будет таким по этой карте. В целом, Верховная Жрица, если говорить в целом про ваше самовыражение, даже не знаю, но здесь вот самовыражение ее, да, это духовное просветление, то есть вы здесь готовы как будто получить озарение, ваше какое-то внутреннее озарение, которое вы получаете еще из карты отшельника. Я показала, здесь он фонарь держит. Да, то есть вы готовы прислушиваться к своему подсознанию, к каким-то своим глубинным таким процессам психики, может быть, к вашим снам, каким-то символам, каким-то вещам, которые вы замечаете, каким-то деталям, которые вы замечаете. Здесь вы можете хранить какие-то тайны, вы можете здесь молчать о чем-то, да, не рассказывать о чем-то, и в этом будет ваша мудрость в молчании,
мудрость в том, чтобы сосредоточиться на тех внутренних размышлениях, которые у вас происходят, на внутренних процессах, которые у вас происходят. Да, то есть, возможно, здесь какая-то ваша самореализация будет связана с тем, что вы, правда, не хотите окружающим до поры до времени рассказывать о чем-то. То есть можете уже иметь какие-то результаты в вашей реализации, но вы как будто бы не торопитесь делиться с другими людьми этими вопросами, да, хотите, чтобы это было в секрете, как счастье любит тишину до поры до времени. И дальше тройка мечей. Вот тройка мечей, не люблю я эту карту, и вот она у вас выпадает на сферу здоровья, на какие-то повседневные дела, на работу, то есть это будни ваши, будни. И будни здесь вот касаемо состояния физического, возможно, тела, вашего здоровья, да, здесь могут быть какие-то трудности, какие-то неприятности по тройке мечей, которые здесь показывают какие-нибудь, не знаю, мелкие даже проблемы. Не обязательно что-то глобальное по тройке мечей может быть. Но здесь по тройке мечей, если, допустим, говорить о том же состоянии здоровья, то да, здесь может быть какая-то ситуация, где есть определенные проблемы, которые вызовут, не знаю, физические проблемы. Может быть, со здоровьем, там, касающиеся сердца, может быть, какие-то психосоматические заболевания, может быть, какие-то ситуации, где вам нужно будет справиться с тревожностью или с какими-то ситуациями, вызванными стрессом, где вы много переживаете, да, как сердце болит, душа болит о каких-то вещах, и вы вот можете в таком вот находиться состоянии, где вы переживаете за свое здоровье из-за того, что вас что-то ранит эмоционально, и это сказывается на физическом теле. Также здесь в целом, если мы говорим о повседневности, то да, могут возникать вот какие-то мелкие проблемы, вот что-то вас разочаровывает, вот, может быть, вы здесь как-то эмоционально страдаете, или здесь вы боитесь разорвать какие-то отношения для вас важные, может быть, вы боитесь, что вас могут обмануть, или вот что какие-то такие вещи здесь, боязнь, что не реализуются ваши надежды тоже, то есть крах надежд или крах каких-то ваших иллюзий, которые вы себе строите, то есть вы думаете, что может что-то здесь не сложиться, может быть, не получиться, как вы хотите или планируете в ваших повседневных делах, и, собственно, опять-таки, возможно, поэтому и умалчиваете о чем-то до поры до времени, даже если уже что-то удается, но держите в секрете, потому что тройка мечей, переживаете, что можете столкнуться с определенными трудностями, если будете всем рассказывать о своих будничных делах повседневных. Дальше седьмой дом — это карта партнерства, это карта отношения с другими людьми. И по карте алхимика вы таким магнетизмом можете обладать в отношении других людей, притягивать их внимание. Возможно, вы будете здесь очень таким вот в отношениях с другими людьми очень активными, очень деятельными, очень авторитетными, когда вы будете здесь проявлять свои лидерские качества, то есть уметь будете повести за собой толпу, вдохновить на какую-то идею. То есть эта карта на самом деле очень хорошая. Кстати, это еще и карта партнерских отношений, то есть женитьбы, взаимоотношений в паре, а у вас еще здесь и карта влюбленная выпала дополнительно, да, то есть это карта построения крепкого союза, желание укрепить каким-то образом отношения, которые у вас уже имеются. И по первому аркану, карту алхимика, у вас для этого есть все ресурсы, все возможности. И единица в старшем аркане, карта маг, показывает, что вы здесь можете что-то новое привнести в эти отношения, или какой-то новый этап у вас начинается в отношениях, какой-то новый важный период для вас именно в паре. Поэтому очень хорошая тоже карта. Следующая карта, карта 8, уже 8-го дома, это принцесса Пентаклей. И она здесь показывает либо ваши опасности, в которые вы можете попасть, либо сексуальную сферу, да, отношения ваши с вашим партнером, либо какие-то опасности. Да. Но про опасности здесь говорить достаточно сложно, наверное, по принцессе Пентаклей, потому что карта в целом положительная. И по принцессе или пажу Пентаклей, да, карта, вы знаете, опасность. Здесь в чем может быть опасность? Это карта очень амбициозного человека, это карта человека, который очень решительно готов, может быть, принимать какие-то новые возможности, который готов принимать какие-то предложения, который очень целеустремленный и готов двигаться к успеху. То есть в чем здесь опасность? Может быть только в том, что вы проявляете эти амбиции, что вы стремитесь
стремитесь к лучшему, что вы здесь проявляете эту старательность, возможность чему-то учиться, что-то вот, да, как будто бы выполнять, там, не знаю, в плане работы. Да, возможно, здесь, если мы говорим о там, состоянии здоровья, то вы можете пренебрегать здоровьем и больше уделять внимание, допустим, там, своей работе, можете больше внимания уделять, допустим, каким-то своим делам, тому, чтобы развиваться, учиться, что-то менять в себе, там, в своей работе, чтобы еще лучше выполнять какую-то свою повседневную работу, которую рутинно вы выполняете. Может быть, вы хотите как-то еще там, не знаю, какие-то курсы посетить, еще что-то вот такое, вот, чтобы, да, повысить свой уровень знаний, какую-то свою квалификацию. Может быть, из-за этого пренебрегаете здоровьем и не хотите следовать, допустим, рекомендациям врача вашего или ленитесь в отношении каких-то физических упражнений. Возможно, так. Но это единственная опасность, наверное, которая здесь может быть. Да? В целом достаточно неплохо. Может быть, какие-то сложности, если женщины смотрят, касающиеся, не дай бог, там, не знаю, даже не дай бог каких-нибудь проблем там с беременностью или чего-то такого, потому что здесь вот по этой карте могут быть опасности, связанные, да, с зачатием или с самой беременностью. Но в целом карта неплохая, карта хорошая. И касаемо отношений, опять-таки, в паре, если говорить про сексуальность, то здесь по принцессе Пентаклей вот такая вот, знаете, здесь открытость в плане отношений, здесь готовность что-то новое, возможно, пробовать, да, поэтому карта принцессы Пентаклей как шанс, возможность, да, это сделать благодаря, опять-таки, амбициям здесь вашим. Ну, достаточно неплохо. Давайте посмотрим, что дальше здесь у вас есть. А дальше у вас карта Солнца. Вообще просто прекрасно. Карта Солнца — это карта, которая у вас выпадает уже на сферу вашего личного роста. Возможно, говорит о вашем духовном росте, может говорить о получении дополнительного образования, кстати, что вы чему-то можете еще учиться, просвещать себя, прояснять что-то для себя, просветлять, получать новые знания, возможно, или какие-то впечатления, которые будут вас радовать. Здесь могут быть какие-то большие, значимые для вас события, которые вас будут радовать по карте Солнца. То есть, опять-таки, здесь можно говорить, что вот в плане интеллектуального роста очень хороший шанс, да, получать знания новые, приобретать эти знания, также духовно вырасти. То есть хорошая карта для вашего личностного роста. 10-я карта — карта короля жезлов. Здесь это карта карьеры, карта карьерного роста, карьерного развития и достижения каких-то высот, новых карьерных, может быть, каких-то наград или в целом вашего повышения возможного, да, медленного, постепенного, но, допустим, повышения благодаря вашей целеустремленности, вашей такой вот работоспособности, которая здесь особенно вами проявляется. И по королю жезлов, действительно, если мы говорим, допустим, опять-таки о той же карьере, о той же работе, то вы здесь будете достаточно сильны в плане каких-то своих лидерских позиций. То есть вы можете быть реализатором каких-то серьезных проектов масштабных, вы можете здесь занять руководящую должность, вы можете здесь успешно развивать свой бизнес, медленно, но уверенно идти к своей цели. Возможно, вы здесь будете в плане финансов удачно как-то инвестировать. Я уже говорила, что не рисковать, но удачно инвестировать, возможно, если это продуманная инвестиция, которая будет приносить вам прибыль. То есть карты хорошие. Да, карта хорошая. Дальше карта двойка пентаклей. Здесь вот карта, которая выпадает у вас уже на 11-й дом. 11-й дом — это карта каких-то надежд ваших, карта планов, может быть, также карта ваших друзей. И в целом здесь можно говорить о том, что здесь в плане отношений с друзьями могут быть какие-то такие отношения переменчивые. То есть сегодня дружу, завтра что-то не устраивает, не подходит, что-то с чем-то не согласна. То есть какой-то такой хаос, неразбериха, возможно, будут. А также здесь по двойке пентаклей, если мы говорим о ваших планах, о ваших надеждах, то вы здесь, кстати, можете как будто в ваших планах как выбирать несколько вариантов. Думать, я могу сделать так, а могу так. Как же мне лучше поступить? Я могу, допустим, там
не знаю, в отношениях могу сделать предложение или согласиться на предложение, могу еще повременить, к примеру, могу согласиться на второго ребенка, могу пока что повременить. То есть вы как будто бы вот ваши планы, вот у вас есть два варианта, да, вот так прожить этот год или так, то есть вот как будто ваши планы, они могут меняться. Вы вот постоянно думаете, какой же вариант лучше выбрать, вот какие планы лучше реализовать будет именно в этом году. Или, может быть, у вас есть несколько каких-то целей, и вы думаете, какую из этих целей лучше вот именно в этом году реализовать, какая для вас важнее, какая второстепеннее, допустим, да, то есть важнее что, завершить обучение, к примеру, и получить образование, и куда-то устроиться на работу, или вот уже сейчас, допустим, соглашаться на то, чтобы там строить семью, отношения какие-то укреплять, или лучше, да, сначала отдать предпочтение там отношениям, семье. То есть вот у вас есть какой-то выбор в том, какой план лучше реализовать, что для вас сейчас на данном этапе будет важнее, какие-то колебания, какой-то такой вот момент неразберихи, которая у вас будет. Может быть, здесь нужно будет принять решение в паре, да, и у вас будет такое вот состояние, где не только вы влияете на это решение, возможно, вы в паре должны принять какое-то совместное решение, и это будет влиять на ваши планы, соответственно. Да, то есть в любом случае это такая гибкость, которую вы здесь проявляете касаемо 26 года, когда вы способны менять свои планы при необходимости, когда вы стараетесь правильно приоритеты расставить, что важнее, что второстепеннее. И также, когда вы очень адаптивны, когда вы приспосабливаетесь в целом к изменениям, которые у вас происходят, и, может быть, свои планы подстраиваете под те ситуации, которые у вас происходят. Дальше такая не самая позитивная карта, пятерка мечей, она у вас выпадает на 12-й дом. И это карта каких-то скрытых тенденций, может быть, скрытых сил у вас. Но вот здесь вот может быть возможность достичь желаемого любой ценой, может быть, даже не самой какой-то благоприятной ценой, да, то есть по пятерке мечей здесь может быть ситуация, где вы готовы побеждать любым способом, или вы боитесь, что вы здесь можете вот в чем-то не реализоваться, или как будто бы опозориться, что что-то у вас не получится, и вас как будто бы это может пугать, что кто-то может подумать, что вы недостаточно сильны в каком-то вопросе, или что вы не в состоянии здесь реализовать какую-то сферу своей жизни. То есть вот вас может это беспокоить, поэтому вы здесь как будто бы готовы любой ценой прийти к своей цели, чтобы не оказаться в проигрыше, чтобы не оказаться в ситуации, где кто-то будет над вами смеяться и говорить, что вы там в чем-то не совсем удачны, да, в каком-то опять-таки вопросе или в какой-то сфере. Следующая карта у вас карта тройка пентаклей. Вот здесь она дополнительно у нас на первую карту ложится. Это карта, которая показывает, собственно, вашу маску, как вы себя здесь показываете в отношениях, допустим, с другими людьми. Ну, в частности, здесь, допустим, с вашими близкими, с вашей семьей скорее. Да и не только с семьей, в целом с близкими. Просто здесь карта шестерка кубков есть. В отношениях с другими людьми вы здесь, скорее всего, по тройке пентаклей показываете, что вы готовы решительно действовать, что вы готовы к каким-то серьезным изменениям, что вы готовы здесь выполнять какие-то задачи, которые, опять-таки, на благо вашей семьи. Может быть, вы готовы совместно там с близкими, там с родственниками или с вашим там с парой, с вашим партнером что-то делать сообща на достижение общей цели. Да, когда вы договариваетесь о ваших целях, когда вы распределяете обязанности, кто будет что делать, да, и выполняете эти свои обязательства. То есть вы как будто бы ждете от другого человека той же отдачи, чтобы получить этот результат. Вы готовы принимать от кого-то какую-то помощь, от ваших близких, и говорите о том, что вы готовы к получению этой помощи, и вы говорите, что я готов тоже или готова помогать, прикладывать определенные усилия в этой цели. То есть мы как будто сообща вместе работаем, не знаю, вот как семья, да, вот каждый выполняет какую-то свою обязанность, и это вместе вот создает вам ощущение вот этого единства и способности на большие свершения, достижения. И вы заявляете об этом, что я вот, да, я готов, я готова, я буду так вот делать. То
то есть показываете именно такую картинку свою в этом году. Дальше идет принцесса кубков, и это карта, которая здесь говорит о том, что, собственно, от чего вы идете. Это карты каких-то кармических ситуаций, от которых, возможно, вы идете или которые вам нужно проработать. И здесь у вас карта принцесса кубков или пажа кубков, то есть необходимость по пажу кубков решить какую-то... Сейчас я подумаю. В целом паж кубков, он о возможности решить какую-то ситуацию, которая кажется потерянной или проблемной, или какой-то, знаете, как труднорешаемой по пажу кубков, да? Когда вы имеете шанс здесь как-то улучшить положение или шанс с кем-то помириться, да, то есть какую-то возможность для этого, которая вам здесь дается, потому что у вас здесь может быть какая-то была своя там незрелость эмоциональная, или вы в чем-то могли быть разочарованы, с кем-то повздорили, возможно, здесь кто-то не выполнял обещания, или вы не выполнили какие-то обещания, да, и шанс исправить эту ситуацию. Здесь может быть какая-то ситуация, где вы были эмоционально закрыты от близких, возможно, боялись выражать свои чувства, и здесь есть возможность наконец-то проявить себя, сказать о своих чувствах, сказать, что вы думали в отношении этого человека, да, наладить как-то отношения, потому что вы прошли какой-то период, который позволил вам поменять это отношение, эту ситуацию к близкому, да, к человеку, к вашей семье. То есть как будто бы стали взрослее, мудрее, старше, и вот свое отношение, соответственно, в этом вопросе поменяли. А здесь, ну, да, то есть вот вы стараетесь здесь эту ситуацию проработать, исправить эту ситуацию. Принцесса кубков. Дальше идет у вас карта влюбленные. И вот карта влюбленные — это карта здесь, которая показывает, ну вот знаете, в целом взаимодействие опять-таки с другими людьми. Она показывает здесь рядом с седьмым домом, с картой мага, она показывает, собственно, что вы здесь готовы выстраивать отношения, крепкие союзы строить и в работе с партнерами, допустим, и в отношениях близких, то есть в отношениях с любимым человеком. То есть вы стараетесь здесь выстраивать хорошие отношения, доверительные, прочные, крепкие. У вас есть для этого все возможности. Я уже говорила, есть возможность каким-то важным событиям, знаковым, каким-то по первому аркану, каким-то важным переменам или важному этапу, который начинается у вас в отношениях. Соответственно, и решение, которое вы здесь принимаете в паре, чтобы этот этап здесь инициировать. Карта короля мечей, вот здесь вот она идет к вашей цели, к тому, к чему вы стремитесь, соответственно. Здесь такое важное для вас стремление, как будто бы вы хотите подняться к этой цели. Вы хотите здесь по королю мечей, вы хотите здесь проявить, возможно, себя таким образом, как человек, который добивается поставленных целей через логику, через здравое рассуждение, через какую-то последовательность в своих действиях, какую-то структурированность. То есть вы здесь не готовы к принятию импульсивных решений, вы здесь все продумываете. Если вы какие-то решения принимаете, то вы даете всем понять, даете всем знать, что вы продумали все детали, что ваше решение абсолютно верно, да, что вы не ошибаетесь, что вы ясно, четко все видите, собственно. То есть вы хотите показать вот такое свое лидерство, но через разум, через какие-то важные решения беспристрастные, которые вы здесь принимаете, и чтобы люди признавали ваше лидерство, что вот вы такого достигли, такое смогли добиться и достичь. Также вы здесь хотите и можете четко выражать свои мысли, соответственно, по королю мечей. И, ну вот да, здесь хотите добиться успеха благодаря этой стратегии в мышлении. Вы здесь можете показывать себя как такой авторитетный, может быть, руководитель, лидер, который принимает решения, основываясь на фактах, планирует, как привести, допустим, эту ситуацию к успеху там, в бизнесе, там, в работе, в которой вы заняты, к примеру. Дальше следующие у вас карты, которые есть, это карта десятка пентаклей, карта королева кубков. Давайте посмотрим, о чем, собственно, эти карты вам говорят. И эта карта, она, вот десятка пентаклей в частности, да, она говорит о том, что, ну, вы знаете, как основной тон
который вам дается в этом 2026 году. То есть опять-таки акцент на семью. То есть для вас важны будут вопросы семьи, вопросы семейного счастья, возможно, какого-то финансового благополучия в семье или недвижимости семейной, или какого-то приумножения богатства в семье или увеличение своего рода, продолжение рода, то есть дети, вот все, что связано, вот 6 кубков у вас была, да, то есть все, что связано с богатством. Для кого-то это богатство, оно заключается в материальном богатстве, да, в финансовом. Для кого-то это богатство там в том, чтобы быть окруженными своей семьей, любящими людьми, которые вокруг вас, любимыми людьми, которые вокруг вас. То есть для кого-то это будет важно. То есть для вас вот она, 10 пентаклей, это то основное для вас, то есть богатство. Вот, да, вот основное богатство. Здесь семья изображена, и в большинстве карт Таро, в принципе, изображена семья. Но это не всегда означает семью. Для людей богатство несет разный смысл. И изначально, до того, как вот иллюстрации такие были яркие на картах Таро, изначально, вот когда просто было 10 пентаклей нарисовано на картах, речь не шла о семье, а имелось в виду богатство. Поэтому что для вас богатство и что вы подразумеваете? Здесь ясно, семья изображена и большой акцент на семью. Поэтому, думаю, для кого-то действительно важное значение имеет семья. Следующая карта, карта Королева Кубков. Здесь она показывает, что вас удивит нечто, связанное с этой Королевой Кубков. То есть что-то всколыхнет ваши чувства, что-то по Королеве Кубков эмоционально вас, возможно, здесь как будто бы впечатлит, возможно, какие-то признания чьи-то в любви или какие-то чувства, о которых вы узнаете от другого человека, когда вам скажут об этом, то есть проявят какие-то свои эмоции, возможно, скрытые эмоции, которых вы не знали. То есть что-то вас здесь может удивить, вот да, в плане вот этих вот именно эмоций, может быть, проявления эмпатии, какого-то понимания ситуации. Вы поймете какую-то ситуацию, вас это может впечатлить или удивить, или вы можете проникнуться сопереживанием к другому человеку, может быть, к вашему близкому. У вас, опять-таки, для вас это будет как открытием каким-то, да, каким-то удивлением для вас, то есть чем-то неожиданным совершенно. Для кого-то здесь удивлением будет какое-то предложение о браке, допустим, может быть, вы не ожидали этого, и вот вам это предложение сделается, и вас это удивит, может быть, это вполне себе закономерно, да, если вы встречаетесь с кем-то, то этот человек может сделать вам предложение, но вас почему-то это может удивить. То есть для вас это может быть таким, как будто бы вот, да, какой-то новостью такой, которая будет опять-таки менять для вас дальнейший ход событий. Карта Алхимик, то есть будет каким-то новым началом, допустим, в ваших отношениях, действительно. Поэтому и такие здесь карты могли выпасть на взаимоотношения. Следующая карта, вот она, собственно, 8 кубков у вас. Это карта совет, то есть что вам нужно делать, чтобы добиться успеха. И вот здесь вот интересный такой момент, потому что вам нужно делать? Вам нужно оставить то, что не работает, возможно, или что-то, что вас не устраивает, и двигаться к чему-то лучшему. Хотя тут интересно, потому что на самом-то деле вы здесь рутинно выполняете какие-то свои задачи или свою работу, то есть во что-то вкладываетесь долгое время. По принцу Пентаклей, если мы говорим о работе, да, и скорее всего, вряд ли вы захотите там оставлять работу, которая дает вам стабильный заработок, к примеру. Но вот здесь вот по 8 кубков вы, возможно, здесь должны будете проработать какое-то разочарование, касающееся прошлого, или какую-то неприятную ситуацию, где вы на кого-то обижались, то есть проработать эту ситуацию по 8 опять-таки. То есть пройти вот это вот осознание, что да, это осталось позади, вам нужно двигаться к чему-то новому, к чему-то лучшему, возможно, меньше сомневаться в себе, потому что даже если вас беспокоит, что вас ждет там впереди, здесь карта Луна у вас, да, впереди, хоть это и не карта Луна, но она изображает Луну, то, соответственно, вам здесь нужно для того, чтобы вы достигли своих целей, не сомневаться в себе и не бояться возможных трудностей, которые вас ждут дальше, потому что, да, возможно, вы предполагаете, что дальше будет еще дополнительные какие-то препятствия возникать, какие-то сложности. Чем больше вы будете, к примеру, продвигаться по карьерной лестнице, тем больше у вас будет обязательств. Чем больше у вас будет каких-то обязательств, даже если не рабочих, а там связанных с отношениями, допустим, вышли замуж или женились, появляются новые обязательства, да, ответственные за свою семью или там завести ребенка, дополнительная ответственность за ребенка. То есть вот и вы понимаете, что дальше будет
неизвестно как, да, это будет по-новому, но это будет с большими какими-то связано трудностями еще дополнительными в вашей жизни, которых могло бы и не быть, если вы этого всего делать не будете. Но также вы понимаете, что для того, чтобы прийти к лучшему, достичь успеха, вам нужны эти перемены, и вы должны выйти из зоны комфорта, вы должны как будто бы столкнуться будете с этими большими трудностями, но при этом это приведет вас к хорошему результату, то есть через тернии к звездам, да, то есть грубо говоря. То есть вы понимаете, что вам это нужно будет пройти, но что вы придете к тому, что вы заслуживаете, что действительно сделает вас счастливыми. И, собственно, вот эта карта туза кубков, она показывает, что в этом году, в 2026, у вас будет очень серьезный такой духовный опыт каких-то радостных для вас событий, которые будут переполнять вашу душу, которые будут делать вас действительно поистине счастливыми, какие-то важные для вас события, какие-то значимые моменты для вас, существенные, на которые вам следовало бы обратить здесь внимание. То есть действительно какие-то хорошие предложения поступают, какие-то хорошие перемены, касающиеся близких отношений для вас здесь будут. Еще я останавливаюсь обычно на таких так называемых триадах, то есть, допустим, вот есть карта шестерка кубков у вас, да, первый дом, дальше идет карта Верховная Жрица, это 5-й дом, и есть у вас карта Солнца, то есть это карта да, 9-го дома, и здесь шестерка кубков, Верховная Жрица и Солнце, это карта триады огня, да, она говорит о ваших на каких-то возможностях личностного развития, возможно, о ваших особенностях темперамента, о том, как вы себя будете проявлять, как вы будете действовать. И мы здесь как раз можем увидеть, что есть что-то связанное с вашей семьей или с чем-то из вашего прошлого, шестерка кубков, что получит прояснение ситуации, просветление, какое-то озарение, когда вы сможете для себя нечто понять, да, что-то скрытое по Верховной Жрице или что-то, что вы скрывали. Возможно, вы это открываете своим близким, заявляете о каких-то секретах, о каких-то здесь новостях, которые, возможно, у вас появляются, но вы не сразу о них говорите, а вы ожидаете какое-то время, а потом сообщаете там близким, допустим, родственникам. И это будет что-то радостное, что-то счастливое для вас, и для вас это будет таким посылом к действию, потому что огонь — это действие. Следующая триада Земли — это 2-й дом. Вот, собственно, да, у вас эта карта рыцаря Пентаклей. Дальше это 6-й дом, это карта Тройка мечей. И 10-й дом — это карта Короля жезлов. И здесь у вас есть принц Пентаклей, Тройка мечей и карта Короля жезлов. И здесь вот у вас действительно, знаете, может быть ситуация, это триада Земли, что-то материальное, что-то стабильное. Будет ситуация, где вы почувствуете, что, возможно, вам нужно больше зарабатывать, потому что может быть волнение по Тройке мечей, что я зарабатываю недостаточно много, мне нужно больше прикладывать усилий в чем-то, больше учиться, допустим, вот еще и принцесса Пентаклей сюда приплетается. Нужно, может быть, еще какой-то вариант заработка искать, возможно, получить еще какое-то дополнительное образование, там, не знаю, или еще какие-то получить дополнительные там знания, да, наработать какие-то навыки, профессионализм свой повысить, чтобы еще больше заработать. То есть вот, в общем, принц Пентаклей, что-то методичное, касающееся работы, что вы выполняете, вы понимаете, что нужно как-то или что-то ускорить касаемо заработка денег. Да, и по королю жезлов, собственно, вы это делаете, вы проявляете эту целеустремленность, действие, активность, касающуюся, опять-таки, обеспечения вашей стабильности, чтобы не испытывать тревогу по Тройке мечей, что вам на что-то не хватит денег, да, или что вы в чем-то получите какую-то нехватку, да, что в чем-то придется экономить или урезать каким-то образом свой бюджет. Следующая триада — это триада воздуха. И триада воздуха — это 3-й дом, это карта отшельника, это 7-й дом, это вот у вас карта алхимика или волшебника. И это 11-й дом, то есть двойка мечей. И триада воздуха, она как раз говорит о, знаете, о ваших мыслях, она говорит о каких-то идеях, может быть, то есть о ментальном вашем состоянии,
о ментальном состоянии козерогов, когда здесь речь идет о вашем размышлении, да, отшельник, вы много думаете, взвешиваете какой-то вариант по двойке пентаклей, действовать или нет, карта отшельник. Понимаете, что у вас есть возможность действовать для этого нового начала, нового рывка какого-то, нового значимого для вас события, но вы взвешиваете вариант делать, не делать, сделать, не делать, сделать в этом году или в следующем году. И вот здесь, может быть, даже для принятия этого решения вам нужно будет уединиться, уйти немножечко в себя, побыть один на один с собой, чтобы не мешали окружающие в принятии этого решения. Или они каким-то образом пытаются вас сбить от принятия этого решения, а вы стараетесь опять-таки один на один с собой, да, то есть разобраться, что для вас здесь важно, какое решение для вас важно, что вы хотите сделать в своей жизни. Следующий отряд — это водная триада, и это, соответственно, 4-й дом. Это вот эта карта десятка кубков. Вода — это чувство, десятка кубков. Здесь у вас 8-й дом, это принцесса пентаклей, и это 5 мечей. И по триаде водной можно говорить о том, что здесь для вас касается сферы чувств, может быть, и сферы ваших желаний. Здесь десятка кубков — это семья, это какие-то по 5 мечей, возможно, переживания, касающиеся семьи, да, то есть ваши чувства беспокоят, что вы можете что-то не сделать или в чем-то не добиться результата касаемо принцессы пентаклей, какого-то шанса или возможности, касающейся вашей семьи, вашего дома, ваших детей, может быть, завести ребенка, или какого-то шанса касаемо там предложения о браке, которое вам дается. И вы можете трусить, бояться принимать предложение, понимая, что вас впереди ждет новое что-то, неизведанное, какие-то обязательства дополнительные, или там, допустим, касаемо детей, какие-то переживания этого будущего, связанного с детьми. Но при этом для вас эти чувства, эти ситуации будут очень важны именно в 2026 году, то есть касающиеся ваших близких, вашей семьи. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, именно для козерогов на 2026 год по 12 домам мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких. До скорого!